Добрый день, рада приветствовать вас на канале Радуга Творчества. Сегодня мы с вами будем вязать Чебурашку. Это персонаж известного всем мультфильма. Для работы нам потребуется пряжа темно-коричневого и бежевого цвета. Темно-коричневую я взяла детскую новинку, а бежевый у меня будет Янар Джинс. Крючок я беру номер 2,5. Вязание начинаем с туловища с темно-коричневой пряжи. В скользящую петлю набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем и замыкаем в кольцо. Второй ряд. 1 петля на подъем. В каждую петлю делаем прибавку. Провязываем по 2 столбика в одну петлю. В конце этого ряда у нас получится 12 столбиков. Третий ряд. Петля на подъем. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку. Провязываем 2 столбика в одну петлю. И далее так повторяем до конца ряда. В одну петлю столбик, в другую 2 столбика. В конце ряда у нас получится 18 столбиков. Четвертый ряд. Петля на подъем. Провязываем 5 столбиков без накида, в одну петлю 1 столбик. В шестую петлю делаем прибавку. И так вяжем еще 2 раза. 5 столбиков, потом прибавка. В конце этого ряда у нас получится 21 столбик. С 5 по 10 ряды, то есть 6 рядов, мы вяжем без изменений в одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 21 столбик. Провязали 10 рядов. Далее 11 ряд. 1 петля на подъем. Провязываем 5 столбиков без накида и делаем убавку. Убавка. И далее повторяем так еще 2 раза. 5 столбиков, потом убавка. В конце этого ряда у нас останется 18 столбиков. 12 ряд. Провязываем 3 столбика. Затем убавка. Потом снова 3 столбика. Убавка. 3 столбика в третий раз. Убавка. И до конца ряда у нас остается 3 столбика, их провязываем в одну петлю 1 столбик. В конце этого ряда у нас останется 15 столбиков. Туловище мы с вами связали, оно должно получиться вот таким. Теперь оставляем хвостик для пришивания, ниточку отрезаем. И далее будем вязать голову. Голову мы вяжем бежевым цветом. Набираем в скользящую петлю 6 столбиков без накида и замыкаем в кольцо. Второй ряд. Петля на подъем. И в каждую петлю делаем прибавку. Провязываем по 2 столбика в одну петлю. В конце этого ряда у нас получится 12 столбиков. Третий ряд. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку. И так повторяем до конца ряда. Столбик, затем прибавка. В конце этого ряда у нас получится 18 столбиков. Четвертый ряд.
Провязываем 2 столбика без накида, в третью петлю делаем прибавку. Затем снова 2 столбика, в третью петлю прибавку. И так повторяем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 24 столбика. Пятый ряд. Провязываем 3 столбика без накида, в четвертую петлю делаем прибавку. И так повторяем до конца ряда. В конце ряда у нас получится 30 столбиков. 6, 7, 8 и 9 ряды мы провязываем без изменений в одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 30 столбиков. 10 ряд. Провязываем 3 столбика без накида и делаем убавку. И так вяжем до конца ряда. 3 столбика, затем убавка. В конце ряда у нас останется 24 столбика. 11 ряд. Провязываем 2 столбика без накида и делаем убавку. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика, затем убавка. В конце ряда у нас останется 18 столбиков. 12 ряд. Провязываем 1 столбик и делаем убавку. И так вяжем до конца ряда. Столбик, затем убавка. В конце ряда у нас останется 12 столбиков. На этом этапе набиваем голову синтепоном и последний 13 ряд, петля на подъем, делаем 6 убавок. Голова у нас готова. Отрезаем ниточку, оставила хвостик для пришивания. Далее будем вязать капюшон. Капюшон вяжем темно-коричневой пряжей. Для этого в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков и замыкаем в кольцо. Второй ряд. 1 петля на подъем. В каждую петлю провязываем по 2 столбика без накида. Делаем прибавки. В конце этого ряда у нас получится 12 столбиков. Третий ряд. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку. Провязываем 2 столбика в одну петлю. И так мы вяжем до конца ряда. Столбик, потом прибавка. В конце этого ряда у нас получится 18 столбиков. Четвертый ряд. Провязываем 2 столбика без накида, в третью петлю делаем прибавку. И так вяжем до конца ряда. 2 столбика, затем прибавка. В конце этого ряда у нас получится 24 столбика. Пятый ряд. Провязываем 3 столбика без накида, в четвертую петлю делаем прибавку. И так повторяем до конца ряда. 3 столбика, затем прибавка. В конце этого ряда у нас получится 30 столбиков. Шестой ряд. Провязываем 4 столбика без накида, в пятую петлю делаем прибавку. И так мы вяжем до конца ряда. 4 столбика, затем прибавка. В конце этого ряда у нас получится 36 столбиков. 7, 8, 9 и 10 ряды мы провязываем без изменений в одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 36 столбиков. Провязали 10 рядов, теперь берем голову, вставляем сюда в капюшон и далее вяжем вместе с головой. 11 ряд, петля на подъем, провязываем 4 столбика без накида и делаем убавку. Убавка. И далее так вяжем до конца ряда. 4 столбика, потом убавка. В конце ряда у нас останется 30 столбиков. 12 ряд. Провязываем 3 столбика без накида и делаем убавку. И так вяжем до конца ряда. 3 столбика, затем убавка. В конце ряда у нас останется 24 столбика. Довязываем этот ряд и потом ниточку отрезаем. Посмотрим, что у нас получилось. Далее вяжем ушки. Ушки вяжем темно-коричневой пряжей. Для этого в скользящую петлю набираем 6 столбиков без накида и замыкаем в кольцо. Второй ряд.
В каждую петлю делаем прибавку, провязываем по 2 столбика без накида в каждую петлю. В конце ряда у нас получится 12 столбиков. Третий ряд: петля на подъем. В первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку. И так вяжем до конца ряда: столбик, потом прибавка. В конце ряда у нас получится 18 столбиков. Четвертый ряд: провязываем 2 столбика без накида, в третью петлю делаем прибавку. И так мы повторяем до конца ряда: 2 столбика, затем прибавка. В конце этого ряда у нас получится 24 столбика. Пятый, шестой, седьмой и восьмой ряды мы вяжем без изменений: в одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 24 столбика. Девятый ряд: провязываем 2 столбика без накида и делаем убавку. И так продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда у нас останется 18 столбиков. Последний 10-й ряд: провязываем 1 столбик без накида и делаем убавку. Продолжаем так вязать до конца ряда: 1 столбик, затем убавка. В конце ряда у нас останется 12 столбиков. Мы ниточку отрезаем и по этой же схеме вяжем второе такое же ушко. Вот такое ушко у нас должно получиться, набивать его не нужно. Что нужно сделать? Взять и вот так сложить. Их у нас будет 2. И потом далее будем их пришивать к голове. То есть ушки мы синтепоном не набиваем. Начинаем вязать ручки. Для этого в скользящую петлю набираем 6 столбиков без накида и замыкаем в кольцо. И теперь со 2 по 6 ряд мы провязываем в одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 6 столбиков. Вот такая ручка должна получиться. По этой же схеме вяжем еще одну такую же. Набивать их не нужно. Теперь вяжем ножки. В скользящую петлю набираем 6 столбиков без накида и замыкаем в кольцо. Второй ряд: в первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю делаем прибавку. В третью петлю столбик, в четвертую прибавку, в пятую столбик, в шестую прибавку. В конце этого ряда должно получиться 9 столбиков. Третий ряд: петля на подъем, провязываем 2 столбика с накидом, в третью петлю делаем прибавку. Затем снова 2 столбика, прибавка, и так до конца ряда. И в конце ряда у нас получится 12 столбиков. Четвертый и пятый ряды мы вяжем без изменений: в одну петлю 1 столбик. Всего в ряду у нас 12 столбиков. Последний 6-й ряд: делаем 6 убавок. В конце ряда у нас останется 6 петель. Мы ниточку отрезаем, оставляем хвостик для пришивания и вяжем по этой же схеме вторую такую же ножку. Ноги мы немножко набьем синтепоном, совсем чуть-чуть, чтобы они вот такие вот плоские были. Теперь будем вязать пятнышко на груди чебурашки. Для этого берем пряжу бежевого цвета, набираем цепочку из 7 воздушных петель. Далее нам нужно отсчитать третью от крючка петлю. Вот это первая, это вторая, это третья. Вот сюда делаем накид и сюда в эту петлю протаскиваем крючок и провязываем полустолбик с накидом. В следующую петлю тоже полустолбик с накидом. Далее столбик с накидом. И в последнюю петлю провязываем 5 столбиков с накидом. Сейчас у нас вязание развернулось на вторую сторону. В первую петлю на второй стороне мы провязываем столбик с накидом.
Во вторую петлю провязываем полустолбик с накидом. И в третью последнюю петлю полустолбик с накидом. Делаем соединительную петлю с первым столбиком. Вот так. Потом это пятнышко мы будем пришивать на грудь чебурашки. Мы связали все части тела чебурашки. Теперь осталось все это пришить, оформить ему личико. То есть мы приклеиваем глазки, вышиваем ротик и носик. Пришила все части тела, оформила мордочку, и наш чебурашка готов. Ростом он получился 9 сантиметров. Небольшой малыш. Если по этой же схеме вязать из какой-то другой пряжи, плюшевой или Alize Soft, то игрушка получится большего размера. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!